Девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам, если у вас уже есть готовое изделие, либо вы в процессе создания, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам, и когда наберется достаточно большое количество фотографий, я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно, поэтому если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм, либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. И также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам, спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем наимилейший кардиган с ромашками. Вяжется он очень просто и очень быстро. Чем толще пряжа, тем быстрее вяжется изделие. А пряжа у нас будет очень толстая, очень объемная. И плюс время вязания на ромашке, они вяжутся быстро и очень просто. Также я вам покажу на выбор, как можно связать объемные цветочки, либо облачка для этого кардигана. Что касается пряжи, очень давно хотела ее попробовать, и вот наконец-то подвернулся случай. Это у нас Yarnart Alpina Maxi. В 250 грамм у нас 105 метров, состав 46-60 акрил, мой цвет 668. Чтобы вам было понятно, что это за пряжа, вот смотрите, одна нить состоит из скрученных вот таких вот 3 нитей, которые вот так расщепляются. Смотрите, что касается скатывания, да, скорее всего, такая пряжа будет скатываться, точнее, не скорее всего, а точно со временем. Во-первых, потому что у нее в составе 60% акрил, это акрил у нас обычно скатывается. И во-вторых, смотрите, ниточка не плотного скручивания, то есть она такая воздушная, и как раз-таки вот эта воздушность ниточки и дает скатывание пряжи. Но этого не стоит бояться и лишать себя удовольствия вязать и носить такие вещи. У нас существуют вот такие волшебные машинки от катышек, работают идеально, то есть любая вещь, которая хоть чуть-чуть покрылась катышками, обрабатываете ею, и вещь становится как новая. И вот просто для сравнения вам покажу. Вот это обычная Lana Gold Classic, да, которой мы уже с вами вязали много изделий, а вот это вот наша сегодняшняя пряжа. Свой кардиган я вязала крючком номер 15. Из чего будет состоять наш кардиган? Все как всегда просто. Вяжем сначала спинку, это либо квадрат, либо прямоугольник, по вашему желанию, как у вас получится. Потом 2 передние полочки. В этот раз я хочу связать не просто прямоугольные полочки, а вот так с убавками. Это тоже несложно, не бойтесь, все вам расскажу, достаточно все просто. И также наши рукава тоже, которые состоят из прямоугольников или квадратов, это уже как у вас получится. И вот здесь по краям, по низу и по вороту, по рукавам свяжем резиночку объемную. Вязать мы будем по ширине, то есть по горизонтали. Набираем цепочку из воздушных петель равной ширине вашего кардигана. Вот это наша ширина кардигана, спинка, да, к примеру. И, как обычно, первый ряд вяжем за вот эти задние перемычки. Вот. Обычные столбики без накида со второй перемычки от крючка. Еще такой момент. Толстую пряжу, я думаю, вязать очень плотно не стоит, потому что полотно потом будет прям вот стоять колом, да, оно будет прям вообще неподвижное. Лучше вяжите чуть более-менее расслабленными петельками. Опять же, если вы хотите сильно расслабленными петлями, то также приветствуется. Довязываем последнюю перемычку. И запомните, что в этом изделии, в этом способе вязания мы не будем делать воздушные петли подъема на следующий ряд, так как мы делаем обычно, всегда. То есть запомните этот момент. Мне было сложновато это запомнить, я каждый раз мне хотелось сделать петельки подъема. Но здесь мы этого делать не будем. Закончили вязание и разворачиваем, и вяжем таким образом. Будем вязать столбики в раскол. То есть, как это делается? Вот у нас закончилось вязание. И вот обычно мы вяжем вот со второй, да, петли от крючка. Но так как мы не делаем петли подъема, сейчас нам нужно провязать необычный столбик с накидом, вот как мы обычно, да, вот за вот эти петли делаем. Это слишком обычный узор, он уже надоел, поэтому мы вяжем в раскол. Смотрите, сейчас будем продевать наш крючок вот сюда, за вот эту перемычку. То есть сначала вот мы как бы вот эти перемычки будем продевать крючок. Вот за эту перемычку продеваем крючок. И вот под эти 2 косички. Вот так насквозь. И вот так будем вытаскивать нашу рабочую нить. То есть вот не забываем сразу же в первую петельку под крючком. Вот так можно чуть-чуть подтянуть. И вот так продеваем крючок в перемычку сначала. Потом под вот эти 2 косички в пространство продеваем рабочую нить. Через это все у нас 2 петли на крючке и просто провязываем обычный столбик
без накида. Далее вот перемычка, вот она. И вот в это пространство сейчас будем вязать. Вот перемычка, под косичку вытаскиваем нить и провязываем 2 петли на крючке. Далее то же самое, под перемычку, в пространство под косичку вытаскиваем нить и провязываем 2 петли на крючке. И вот таким образом вот такие милые косички получаются. Сейчас в большом полотне это будет более заметно. И так мы вяжем абсолютно все полотно, то есть поворотными рядами. Давайте сейчас свяжем до конца. Вот у нас остались в конце 2 перемычки. Вот продеваем, как обычно, предпоследнюю. И вот последнюю также провязываем, как и все предыдущие. То есть вот так под перемычку, под последнюю петельку за обе петельки. И все, провязываем столбик обычный. Все, закончили очередной ряд. Столбик подъема не делаем, просто разворачиваем вязание. И опять в новом ряду вяжем вот сразу же в первую перемычку под крючком, то есть вот в эту. И так вяжем абсолютно все полотно. Вот что у нас в итоге получается. А рисунок абсолютно двусторонний, то есть не имеет ни лицевой, ни изнаночной стороны. Смотрите, мы для начала вяжем спинку, и от нее мы будем ориентироваться, какие полочки нам нужно связать. Вы встаете напротив зеркала, прикладываете к спине и смотрите, откуда вы хотели бы, чтобы у вас уже начали заужаться ваши полочки. Вот я примерно так прикинула, что хочу вот примерно, чтобы отсюда и было уже заужение моего выреза, да, кардигана. Далее, если вы будете вязать точно так же, как и я, с точно такой же резиночкой, как у меня, то есть вот здесь по вороту, да, и по шее, нам нужно понять, сколько нам нужно провязать наши полочки и оставить примерно вот расстояние для резиночки. То есть нам сейчас нужно понять, какая ширина резинки у нас будет. Для этого сначала мы свяжем резиночку, поймем, какой ширины она у нас должна получиться, и после этого мы будем уже вязать наши полочки. Как это можно сделать? Либо вы свяжите вот такой малюсенький образец, сейчас мы от него будем вязать нашу резинку и посмотрим, да, ширину ее. Либо, если вам не хочется вязать образец, просто возьмите вот уже связанную нашу спинку и вот здесь по краю просто свяжите вот несколько сантиметров, ну там сантиметров 15, вот этой нашей резиночки, которую я вам сейчас покажу, и замерьте ее ширину. Вот, к примеру, я буду сейчас вязать на образце, чтобы мне понять ширину моей резинки, которая у меня получится. Берем, делаем воздушную петельку. В каждую петлю вяжем столбик без накида, не плотненький, такой посвободнее. 5-6 столбиков будет достаточно. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание. И сейчас будем вязать рельефные столбики. То есть мы с вами уже вязали вот эти кармашки в нашем кардигане, только там были столбики с одним накидом. Здесь мы просто будем вязать столбики без накида. Сделали петлю подъема. И сразу же вот первый, вот второй столбик. Со второго столбика вяжем вот такой рельефный столбик. Продеваем через него крючок и делаем вот такой столбик без накида, соединяем 2 петельки. Далее следующий столбик вяжем сзади, вот так вот огибаем его, вытаскиваем нить и через 2 петельки протягиваем нашу рабочую нить. Далее вот следующий, вот тут, через него вот так продеваем 2 петли вместе. Далее вот следующий огибаем сзади. Вот следующий огибаем вот таким образом и 2 петли вместе. Все, вот это будет наша резиночка. Замеряем ширину нашей получившейся резиночки. Ну, вот у меня примерно 4,5 сантиметра. На спинке находим ровную серединку, отмечаем маркером и примерно по 4,5 сантиметра, да, то есть такая ширина моей резиночки, которую я только что замерила. Откладываем 4,5 сантиметра в эту сторону и 4,5 сантиметра в эту сторону. Примерно отложили по 4,5 сантиметра, то есть это у нас вот так будет идти резиночка. И от вот этих двух крайних маркеров слева и справа нам нужно посчитать, вот какое количество петель осталось до краев нашего полотна. И вот такое количество петель мы будем набирать на воздушную цепочку для наших передних половинок.
После того, как мы разобрались, какое количество петель нам набирать на нашу переднюю полочку, мы вяжем снизу вот обычный квадрат, либо прямоугольник, это уже в зависимости от того, как у вас получится. У меня это вот примерно квадрат получился. Вяжем обычными поворотными рядами вот до нашего места заужения, которое вы уже заранее определили, в каком месте должно начинаться. От начала воздушной цепочки и до вот этого места заужения у меня получилось 16 рядов. И сейчас я вам буду показывать, как вязать от этого места и вот до конца. Вот мы закончили очередной ряд, разворачиваем вязание. И всегда мы вязали следующий ряд вот в эту первую самую перемычку, которая находилась прямо под крючком. А в случае, когда нам нужно заужение, мы будем вязать вот во вторую сразу же перемычку от крючка. То есть вот сразу же вяжем в нее. И так вяжем ряд до конца. Чтобы вот в следующем ряду не пропустить вот эту нашу уменьшенную петельку с убавкой, просто отметьте ее маркером, чтобы вот и про нее не забыть и не пропустить ее. Мы связали ряд до конца, разворачиваем вязание. И сейчас вяжем просто ряд без убавок вот до конца ряда. Провязываем последнюю петельку, как обычно. И разворачиваем вязание. Маркер можно убрать. Далее вот следующий ряд вяжем также с убавкой, как и здесь. То есть вяжем не вот в эту перемычку, как обычно, а вот сразу же в следующую. Эту петельку также можно отметить маркером, чтобы ее не потерять в следующем ряду. И вяжем ряд до конца. Довязали последнюю петельку, разворачиваем вязание и делаем все то же самое, вот пока наши рядочки, наше количество рядов не совпадет с количеством рядов на спинке. И идентично вяжем абсолютно такую же вторую половинку. Далее можно вот сшить уже по плечевому шовчику наши передние половинки и спинку. И уже сейчас можно, в принципе, обработать края ворота резиночкой, такой, которую мы сейчас с вами вязали. По желанию вы можете сделать резинку только по вороту, либо по вороту и плюс еще снизу. Прикрепляем пряжу абсолютно к любому месту в нашем кардигане. И, к примеру, если вы вяжете резиночку везде, и по вороту, и по низу, ну, вот, к примеру, здесь в уголочке прикрепляете пряжу, вяжете все полностью здесь по вороту, и прям здесь не отрывая нити, вот до сюда, одним рядом столбики без накида, там вот в какую петельку у вас получится, ну, так, чтобы все это было симметрично. И вот когда закончили ряд, в обратном направлении вяжем вот эти наши рельефные столбики. Либо если вы вяжете только ворот, то есть присоединяете здесь в уголочке, обвязываете одним рядом столбики без накида в каждую петельку, и потом вот отсюда рельефные столбики и до конца ряда. В нижние уголки ворота мы провязываем 4 петли в одну петельку. Это нужно для того, чтобы развернуться на другую сторону. А еще обратите внимание, как классно выглядит в виде жилетки. То есть также можно вот этой резиночкой обработать вот эти наши проймы, где рукава. И мне кажется, очень здорово и так будет смотреться, так что учтите, можно сделать и такой вариант. На свой кардиган, на спинку я набирала 28 воздушных петель изначально и провязала 28 рядов. На переднюю половинку я набирала 12 воздушных петель. На рукава я набирала 29 воздушных петель и провязала 28 рядов. Далее пришиваем рукава, как обычно, и потом единым швом можно соединить швы по бокам и вдоль рукава. После того, как мы пришили все детали, обработали края резиночкой, у меня не осталось вообще нисколько пряжи на обработку рукавов, но ничего страшного. Я просто возьму нашу уже известную резинку шляпную и просто змейкой продену ее с изнаночной стороны по всему краю рукава и затяну так, как мне нужно. Вот такой кардиган у нас получился. Он очень хорошо держит форму за счет толстой пряжи. Теперь его можно украсить вот такими цветочками. Цветочки можно делать из абсолютно любой пряжи, из тонкой, из толстой, из плюшевой пряжи. Лепесточки своей ромашки я буду вязать из Alize Angora Gold. Это вот такая тоненькая ниточка, немного пушистая, в 2 нити. Серединка у меня будет из Yarn Art Jeans. То есть лепестки и серединка цветочка не обязательно должны быть из одной и той же пряжи. Я буду вязать крючком номер 4, вы можете брать любой вам удобный. Начинаем вязание с лепестков, набираем 5 воздушных петель. Далее нужно нам замкнуть в круг нашу цепочку. Вот ищем первую
самую косичку, проводим в нее крючок и вытаскиваем через нее рабочую нить и делаем соединительный столбик. Вот у нас получилось вот такое отверстие. Сейчас будем провязывать все арочки именно в это отверстие. То есть делаем 2 петли подъема и в эту арочку делаем столбик без накида. Это у нас как бы первая арочка. Всего таких надо сделать 6 в это колечко. Делаем дальше 2 петли подъема, столбик без накида в эту арочку, 2 петли подъема, столбик без накида в арку и еще 3 арки. Вот у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 арок. Вот у нас закончилась последняя. И ее, как обычно, также соединяем в колечко. Далее будем сейчас работать с каждой арочкой. Вот ищем самую первую арочку, в нее продеваем крючок и провязываем просто соединительный столбик. Сейчас делаем 4 воздушные петли. Провязываем в эту арочку 8 пышных столбиков, то есть делаем накид. Всегда придерживаем вот эту нашу рабочую нить, чтобы она не соскальзывала с крючка. Накид продеваем в арку, вытягиваем. Это первый столбик. Нужно делать так, чтобы все вот эти 8 столбиков были вот такие вытянутые. Первый накид. Второй придерживаем. Накид. Третий придерживаем. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И 8 столбик. И все эти петельки на крючке одной рабочей нитью соединяем. И соединяем одной петелькой. И все, вот такой пышный лепесток у нас получился. Далее, так же как и в начале лепесточка, делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И эту же цепочку в эту же арку закрепляем столбиком без накида. Все, с этой аркой мы закончили. Делаем все то же самое со следующей. Чтобы нам перейти в следующую арочку, делаем соединительный столбик в нее. Делаем также 4 петли подъема. И делаем 8 пышных столбиков в эту вторую арочку. Придерживаем также рабочую нить. Накид. Первая. Накид. Вторая. Накид. Третья. Накид. Четвертый. Накид. Пятый. Накид. Шестой. Накид. Седьмой. Накид. И 8. Соединяем одной рабочей нитью и делаем закрепительную петельку. Делаем 4 воздушные петли и соединяемся в эту же арочку столбиком без накида. Все, второй лепесточек у нас готов. И делаем все то же самое с оставшимися 4 арочками. Когда начнете вязать лепесточки, вы как-нибудь сами приноровитесь и поймете, как вам удобнее держать вот эту рабочую нить, которая должна быть вот так все время вытянутая. Мне вот так удобнее было, то есть я держу большим пальцем, он вообще, видите, никуда не соскальзывает. То есть вот раз, закрепила, накид, раз, следующую раз, вот так. И вот эти вытянутые петельки всегда одного размера получались. Если вы хотите, чтобы лепесточки были побольше, повыше, просто делайте изначально не 4 воздушные петли, как мы делали, а вот на то расстояние, которое вы хотите, чтобы вот были высота ваших лепестков. То есть там на 5, 6, 7 воздушных петель увеличиваете. И количество пышных столбиков в одной арочке тоже можно регулировать самим. То есть вот у нас в данном случае 8, можете делать меньше, можете больше. Сами уже смотрите, как вы хотите. Закончили 6-й лепесток, делаем 4 воздушные петли. Соединяемся также в эту арку. Делаем столбик. И все. Именно лепесточки у нас закончены. Можно отрезать нить с запасом, чтобы потом пришивать. Вытаскиваем нить.
с изнаночной стороны можно где-нибудь закрепиться на несколько узелков. Лепесточки готовы. Сейчас будем делать серединку. Набираем 4 воздушные петли и делайте так, чтобы вот хвостик вот этот остался чуть-чуть побольше. Потом им мы будем связывать нашу серединку к лепесткам. 4 петли. И так же, как и на лепесточках, сейчас будем делать пышные столбики в количестве 6 штук вот в эту самую первую петельку нашей воздушной цепочки. То есть делаем накид в нашу первую петельку, через нее вытаскиваем рабочую нить. Это первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Точно так же одной рабочей нитью через все петельки на крючке. И делаем закрепительную петельку. И также вот тут оставляем небольшой хвостик. Все, вытаскиваем нить. Можно тут подтянуть чуть-чуть. Все, вот такая серединка получилась. Берем наш цветочек. Смотрите, будем пришивать вот в эти арочки, в которые мы вязали наши лепесточки. То есть в эту арку и вот в противоположную. Да, чтобы вот симметрично было все у нас. То есть с изнаночной стороны протягиваем одну ниточку сюда. Укладываем серединку и ищем на противоположной стороне и тоже с изнаночной стороны вытаскиваем второй хвостик. Все, что у нас получилось. С изнанки вот этими хвостиками завязываем на несколько узелков. И вот такой цветочек у нас получился. Облачка вяжутся тоже очень просто, здесь нет никакой строгой схемы. Чем более они неровные, тем лучше, более естественно они будут выглядеть. Обычно облачка для кардиганов вяжут из плюшевой пряжи, либо вот из Alize Soft Plus, то есть чем объемнее, пушистее пряжа, тем более натурально они будут выглядеть. Я буду вязать крючком 5,5, а можно взять и даже чуть-чуть побольше. Вяжем объемно, не стягивая петли. Здесь нужна, наоборот, такая воздушность, легкость вязания. К примеру, набираем 8 воздушных петель. Сейчас в процессе вы поймете, что потом вы сможете вязать и 9-10 петель, то есть чтобы облачка были разных размеров, это будет выглядеть намного интереснее. Я вам просто сейчас покажу на одном примере. Вот, к примеру, набираем 8 воздушных петель. И во вторую петельку от крючка вяжем 3 столбика без накида в одну петлю. Вот, раз. И самую первую петельку можно пометить маркером, просто чтобы не забыть, что это начало ряда. И еще 2. 2, 3. Далее вяжем до конца ряда, оставив одну непровязанную в конце петельку. В каждую косичку вяжем по одному столбику без накида. В самую последнюю петельку вяжем также 3 столбика без накида. Вот мы автоматически как бы уже развернулись на следующую сторону. Сейчас будем вязать по этой стороне. Смотрите, здесь сразу можно не понять, куда всовывать крючок. Ну, можно либо вот в эту петельку, либо вот в следующую, куда вы захотите. Ну, вот, к примеру, самая первая. И можно вот сразу же наш хвостик прятать в вязание. Также сейчас вяжем до нашего маркера, до конца, просто столбики без накида в каждую петельку. Вот такой овал получился. Сейчас будем вязать вот в эту первую петельку, отмеченную нашим маркером, 6 столбиков с одним накидом в одну петлю. То есть делаем накид. И вот за 2 дужки петли вяжем 6 столбиков с одним накидом. Тоже делайте их воздушными. Раз. Эту же петельку первую можно отметить тоже, чтобы не забыть. Раз. В эту же петлю. 2. 3. И вот сразу же после той петли, в которую мы вязали 6 столбиков с одним накидом, не потеряйте, она вот прячется под этими столбиками, свяжем в следующую петлю просто столбик без накида. И вот таким образом у нас происходит закругление.
Далее смотрите, где вы хотите, чтобы здесь было следующее такое как бы закругление, да, вот у этого облачка. Ну, вот, к примеру, вот можно вот здесь, да, связать. Также вот смотрим, вяжем до этого места, где у нас будут опять 6 столбиков с одним накидом. Вот вяжем, вот, к примеру, 1, 2, 3 столбика без накида в каждую петельку. Не, давайте лучше вот так, 2 столбика. И вот в следующую петлю тоже вяжем 6 столбиков с одним накидом. И дальше в следующую петельку после вот этой нашей петли, где мы провязывали 6 столбиков без накида, провязываем просто столбик без накида. Как бы закрепляем вот эту нашу округлую часть. Вот, что получилось. Дальше, вот, к примеру, вот мы хотим, чтобы вот здесь следующая вот эта была часть облачка. Вот до нее провязываем столбики без накида в каждую петельку. 2, 3. Ну вот, к примеру, у меня получилось 3. И вот в следующую петлю вяжем также 6 столбиков с одним накидом. Также вы можете вязать столбики с 2 накидами, то есть таким образом вот эта часть будет еще так более округлая. То есть смотрите сами, тут строгих правил нет. В следующую петельку провязываем просто столбик без накида. Далее, вот, к примеру, следующий бугорок. Я хочу здесь, чтобы он был. Провязываем до него, ну, там, к примеру, вот 2 столбика без накида. Давайте, вот, к примеру, сейчас провяжем, не знаю, там, 5 столбиков с 2 накидами. Делаем 2 накида. И в следующую свободную петельку, вот, 1 столбик с 2 накидами. 2. 3. 4. 5. И вот, чтобы соединиться с нижней частью, так как у нас здесь столбик с 2 накидами, он высокий, да, и если мы сейчас провяжем, вот как здесь обычно мы провязывали просто столбик без накида, он слишком так согнется, будет некрасиво, поэтому в следующую петельку мы провязываем столбик с одним накидом. Таким образом мы как бы вот чуть-чуть понизили с столбика с 2 накидами, потом столбик с одним накидом. К примеру, даже вот в эту же петельку можно просто столбик без накида провязать. Вот. И вот такая прям объемная часть у нас получилась. И вот смотрим, что у нас осталось до конца ряда, да, вот это вот расстояние. Вот сюда можно уложить вот такую выпуклость, например, как мы здесь вязали. То есть до серединки вяжем, вот, к примеру, 1, 2 столбика без накида в каждую петельку. И вот в следующую вяжем, хотите 5, хотите 6, вяжите столбиков с одним накидом. Ну, опять же, давайте сделаем 6, как и сделали. То есть делаем накид и в одну петельку 6 столбиков с одним накидом. И провязываем столбик без накида. То есть не обязательно вы прям уж должны вернуться в эту же петлю, где у нас маркер был начало ряда. Это просто нам было для удобства нужно. Вот смотрите, вот что получилось. Вот такое другое облачко. Просто его можно выпрямить немножко. В принципе, когда вы все это будете пришивать к кардигану, все это вот так хорошенько выпрямится. Вот видите, 2 немножко разных облачка. То есть вот это я вязала, вот эти каждые выпуклости по 6 столбиков с одним накидом. Здесь я вот попробовала, сколько мы там сделали, 5 столбиков с 2 накидами в одну петельку. Видите, вот получилась вот такая побольше округлость. Так что пробуйте, в принципе не сложно, просто нужно экспериментировать, фантазировать. Как я уже говорила ранее, можно их делать и размеров сильно отличающихся друг от друга. То есть, к примеру, изначально нужно набирать цепочку, если поменьше вы хотите облачко, там поменьше, да, штук 5-6 воздушных петель. Либо, если побольше облачко хотите, набирайте, к примеру, там 10-12 и сами смотрите, как у вас уже получается. И вот такой чудесный цветочный кардиган у нас получился. Всем спасибо за просмотр, всем пока!